Всем привет, привет! Желаю всем отличного настроения. Сейчас будем смотреть на вашего будущего мужа. Ну, несколько вопросиков про вашего будущего мужа посмотрим. Вот. Хочу сказать, что у нас до конца октября делаю личные расклады. Там по одной теме, если вопросики мне закинете, там будет цена у нас такая же, которая сейчас. В описании там по ссылке я напишу, чтобы тут лишнего не болтать. Вот. А с 1 ноября будет другая цена, если кто-то хотел, да. Еще есть у меня сладкое предложение. Подсказки вам прям в личку. Подсказки на 5 колодах. Предсказания еще будет из будущего. Там все как на прямых эфирах. Будет вам в личку. Кто хочет, воспользуйтесь сладким предложением. Теперь давайте смотреть. 3 позиции будут. Сейчас я вытащу. Так. Первая. Вторая. Третья. Так, вот, 3. Первая, вторая, третья. Выбирайте. Ваш будущий муж, ваш будущий муж. Кто еще выбирает, да, на стоп нажмите. Угу. Я сейчас положу. Смотрим для тех, кто выбрал единичку. Ваш будущий муж. Ну, это новый человек. Сразу выпала первая карта нулевого аркана. А это новый человек, которого вы не знаете. Тут сразу вышла карта, поэтому я вам сразу говорю, что новый может быть человек. Ну, сейчас уточним, потому что вдруг кто-то знает, вдруг кто-то все-таки может знать. Вот тут говорят, что новый человек. Есть те, кто знает уже своего будущего мужа. Есть те, кто знает своего будущего мужа. Здесь может быть и прошлый, тот, с кем вы даже развелись, или тот, с кем у вас были отношения, кстати, может вернуться. Может вернуться вот он, да, которого вы отправили во свояси, потом, может быть, вы его ждали. Может быть, да, и тот, которого вы знаете. В общем, здесь на 2 лагеря разбились. Кто-то знает, а кто-то нет будущего мужа. Ну, смотрим, как вы его узнаете. Как же вы узнаете? О, он будет состоятельный такой, он не будет тратить деньги на всех, он будет тратить деньги только на вас. Когда он решит, что вы его, что он хочет быть с вами, он начнет денежку тратить на вас, копить на что-то, да, может быть, там на дом, дарить вам подарки, но как бы тратить на вас. Он такой, знаете, он скряга в хорошем, в таком смысле слова. То есть он умеет деньги зарабатывать и копить. Для него это кайф, для него это, знаете, стабильность, когда у него вот свои закрома, сундучок с денежками, там, да, карточка, там, банки, там деньги. То есть для него это надежность, для него это опора, для него это, знаете, как для мужчины, это очень важно. Вот. И он такой, почему такой мягкий скряга? Потому что он не будет тратить направо-налево, потому что он знает, как эти деньги зарабатываются. Он тут не спонсор, чтобы тут всех содержать. Нечего тут. Но когда он выберет свою, то как бы будет все общее. Вот. Он бережно очень относится к своим финансам. Так вы его знаете. Вот. Ну, зарабатывать умеет. Что же вам понравится-то в нем? В нем ему понравится решительность. Он будет какой-то такой умный, как будто вот он много всего знает, как будто у него опыт уже такой большой жизненный, знаете, когда вот можно у него спросить совета, а вот он знает ответ, он так все скажет, так, думаешь, ничего себе, все рассказал, так, в общем, есть о чем поговорить с ним, даже тему поговорить. То есть он умный, вам понравится то, что он очень умный и мудрый, да, такой умный. А еще в нем может быть такое, знаете, что вот как решил, так и будет. У него есть такое немножко мужское, то, что он... Ну, это такое, что... Вот если он что-то решил, ему надо это сделать. Иначе он будет потом сожалеть, переживать, что он не сделал, да. Вот он решил вот это вот сделать. Вот пусть он сделает это, пусть он сделает, если он решил, не надо отговаривать. Пусть попробует. Вот. А что ему у вас понравится? Вот, за что вы такая открытая, добрая, вы ему в чем-то будете помогать. То есть, если вас попросить о помощи, вы поможете. И, может быть, вы ему, кстати, и поможете в чем-то.
Вы такая заботливая. И вот ему понравится, что вы заботливая. Какая-то внимательная, заботливая, что-то такое вот. Вот это ему понравится. Умеет тратить деньги, там что-то вот, знаете, он зарабатывает, а вы умеете, вы не так что-то вот тролливали там, вот, как-то вот с умом. Так, вообще, какие же у вас будут отношения? Так, десятка мечей, что-то закончится, а что начнется? Здесь, в общем, у вас будут такие отношения, что такой период будет, что что-то, когда вы будете в отношениях, будет заканчиваться, а что-то начинаться. Вот надо посмотреть, тут просто по десятке мечей здесь переход. В ваших отношениях случится переход. От романтики, когда люблю, когда целую, да, там в щечки, там за ручку ходим, рассветы встречаем, романтика при свечах, все такое, вот, флирты, комплименты. А когда ваши переформируются на такое, что мы вместе, мы вперед, куда надо поедем, что надо сделаем, что с работой, если надо, то вместе, да, там будем что-то реализовывать, если переезд, то тоже. Здесь как будто в этих отношениях, какие будут отношения, здесь будут трансформации происходить, здесь будут изменения происходить. Будут ли счастливые отношения? Да, отношения будут счастливые, стабильные. Знаете, свой домик будет у вас, жилье будет свое, стабильное жилье, дети, счастье. Будете семейный такой человек, я бы сказала, знаете, сделает все, чтобы был дом уютный, чтобы было комфортно и вам, и детям. Такое вот будет, да, такое семейное счастье, когда вот приходите домой, и вас встречают, есть о чем поговорить, там вот такой вот уютный ужин. Да, когда будет встреча, если вот те, кто не знает, да, встреча будет, этот, может быть, по работе есть такая возможность познакомиться, если кто еще не знаком, можете познакомиться, работа может вас свести, тема работы. Ну, а есть те, кто знаком, да, есть те, кто знаком, и вы сами знаете, когда он может появиться. Но вы, ну, как-то вы настроены не очень, ну, вот если кто знаком, да, вам бы хотелось, наверное, другого, нового. То есть, ну, вот тут вот, может быть, даже перед тем, как кто-то встретит нового, может прийти старый. Но вы его не будете принимать. Здесь, возможно, еще так. Кто-то не будет принимать. Кто-то ждет, кто-то не будет. Здесь очень много вариантов, что-то, девчонки, что-то. Но вот снова можете познакомиться по рабочим каким-то моментам. Угу. Опять пентакли выходит. Ой, встреча может быть, знаете, когда угодно. Это может быть осенью, кстати, встреча. Встреча может быть осенью. Теплое время года, осень. Осень здесь урожай. Когда урожай? Урожай же уже прошел, но вот урожай когда. Так, давайте посмотрим еще, когда будет встреча, может подскажут здесь карты. Ну, вдруг подскажет. Время, чтобы жить, время для жизни. Слушайте, вы не ждите, вы живите. Здесь нужно жить. Сейчас, может, какие-то даты. 7 число, может быть, суббота, 7 число. Здесь говорит, наслаждайся. Наслаждайся. Здесь главное наслаждаться. Ну, тут непонятно вам будет. Ну, вот. Вот. Ну, что-то цифра 7, суббота. Наслаждайся. Просто живи. Наслаждайся жизнью. Время жить. Время, да. Тут обновление, когда вы начнете жить заново. Когда вы начнете жить снова. Но для тех, кто не знает, это может быть 7 число, да, суббота 7 число, с этим что-то связано. Или 10 число, 10 дней, 10 недель, что-то такое с десяткой может еще связано. Вот. Так, дальше смотрим. Так, что же делать, чтобы скорее ваша встреча произошла? Да делайте то же, что и делали. Делайте то же, что и делали, плюс к тому, что создавайте случайные встречи сами. Если вы знаете этого человека, то создайте встречу.
повод встретиться, пойти туда, куда он ходит, покупать кофе там, где он ходит, знаете, вот, что-то такое вот. Создайте это вот обстоятельство, чтобы встретиться. Да больше активности надо. Выходите, общайтесь, вот так вот, взаимодействуйте с миром, здесь как-то так. А так занимайтесь, чем занимались, да и все. Просто больше выходить в мир, общаться. Подумайте, какие варианты, где он может быть. Просто живите свою жизнь, но давайте возможность, обращайте внимание вокруг, что происходит. Вон какой. Он, может быть, и не ходит туда, куда надо бы. Да. Ну, то есть будет все свое время. Вы просто наслаждайтесь жизнью, будет все свое время. Он придет, он вас заметит и покорится, так сказала. Или уже покорился кому-то, или уже кому-то покорился. Или если те, кто знает, он покорился. Вы как-то в одной энергии. Даже если вы поругались, то помиритесь. Здесь так. Так. Совет вам, ну, здесь не надо ждать, не надо ждать. Ну, поэтому там были карты, что наслаждайтесь жизнью, наслаждайтесь, наполняйтесь. Потому что когда вы ждете, вы себя выматываете этим ожиданием. Вы, получается, вы, знаете, как высыхаете. У вас как будто воды, знаете, вот, когда вот вы наполненные, да, вы свеженький такой персик, например, да, когда вы ждете, представьте, что персик засох, такой весь скрючился такой, высохший. И все. Ну, как бы, ну зачем в таком виде он вас там и не заметит. То есть наслаждайтесь жизнью, здесь говорят. Вот. Такой совет. Подсказку сейчас давайте еще достану. Подсказка Вселенной. Сейчас посмотрим на этот вопрос. Про вашего будущего мужа. Сделай передышку. Ну, видите? Ну, кайфани, в общем. Отдыхай. Отдыхай. Сделай передышку. Не переживай. Так, спасибо. Первая позиция спасибо. Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь. Эфиры по субботам 21:30 по московскому времени. Приходите. Расклады, я уже сказала, по-моему, в начале, нет? Не помню. В общем, смотрим вторую позицию, вторая позиция, вторая. Какой он ваш будущий муж? Он сам вышел, вот я, говорит, уже иду, вот он, я на пороге, уже встречай. Или вы уже замужем, и у вас такой стабильный мужчина, надежный. Ну, конечно, может еще руководить парадом, то есть я главный, там, как я сказала, так будет, все дела такие, да, типа я лучше знаю. Но, может быть, просто стабильный мужчина придет в вашу жизнь, если вы свободны. Вот он есть, он во всей красе, говорит, да, вот он, я иду, да, покажи меня, там, скажи, да. То есть очень скоро будет встреча, потому что он тут сам вышел. Может быть, свой бизнес, но такой, у него структурный мозг, как сказать, потому что он привык все делать четенько, лишних движений, знаете, не будет делать. Времени у него тоже лишнего нет, у него все по полочкам, все четко. Серьезно, такой мужчина. Так, будем смотреть. Как же вы его узнаете? Как вы же узнаете своего мужчину? Это новый человек какой-то идет в вашу жизнь, новый. Знаете, как вы его можете узнать? Или вам будет очень с ним легко? Вы знаете, хихи-ха-ха, вы знаете, даже не будете думать. Вы даже можете просто общаться с человеком, да, вот новый человек какой-то, будете так легко с ним общаться, даже не будете думать о том, что потом еще какая-то встреча будет. Вы будете думать, что все, вы сейчас пообщаетесь и разойдетесь. Все, никогда больше не встретитесь. Поэтому вам будет так легко и хорошо и спокойно, ну, поболтали, разошлись, забыли. То есть вот такое вот может быть. Так, что же вам в нем понравится такого? Он будет проявлять какую-то активность, будет немножко так хорохориться, мол, посмотри, какой я классный, что я могу, может ухаживать, может показывать, что он вон какой красавец. С этой стороны, с той стороны, там как бы, да, будет проявляться, будет активную позицию занимать. Вот это вам понравится. Так, а что ему понравится в вас? Да он как будто, знаете,
как будто поймал удачу за хвост. Как будто он вот именно такую, как вы хотел. Вот не знаю, вот как будто он подумает, ничего себе. Как будто, видите, прям вот колесо фортуны. Он подумает, что, блин, как повезло, что мы встретились. Будет думать вот так вот, как повезло, что мы встретились. Могли, наверное, не встретиться, да, может быть, какая-то случайная встреча, да, может, где-то в аэропорту пересеклись, может, еще где-то. Случайная встреча. И он такой, блин, как повезло, что мы встретились. Какие у вас будут отношения? Знаете, здесь, возможно, у вас будет переезд. Сейчас посмотрим. Отношения будут, смотрите, финансово стабильные, независимые, деньги будут. Он как будто будет в вас вкладываться, дарить вам подарки, будут ухаживать, будет что-то такое вот. Отношения, знаете, когда здесь как будто вы, хоть и он император, да, но как будто здесь он в вас вкладывается. Может быть, вы будете на расстоянии, может быть, встретитесь в аэропорту, потом разъедетесь, да, может быть, вы думали, больше не встретитесь, он будет о вас думать, не будет, ну, как из головы, вот вы не будете выходить. Видите, он будет много о вас думать, он будет дарить подарки, здесь как-то все вокруг вас, будет дарить подарки, будет ухаживать, проявлять активность, будет ради вас чем-то вот даже жертвовать, готов пойти на уступки, вот на все, чтобы вам было хорошо и комфортно. Вот. И в итоге какие у вас будут отношения? Шикарные, просто шикарные. Возможно, вы сдадитесь под этим натиском такого благородного ухаживания. Отношения будут, ну, просто обалденные. Вы будете его королева. Он будет, не знаю, все для вас делать, потому что он сразу в вас увидит ценную женщину, что вот как повезло ему, как же ему повезло. И вот он, ну, вот он сделает вас своей женой. Будет очень вас ценить. Отношения будут, где, знаете, вы будете чувствовать себя любимой, вы будете чувствовать себя желанной. Понимаете, вам этого не хватает в жизни, вот вы будете это чувствовать от него. Будете вот получать его любовь, его заботу. Вот прям вообще класс. Когда будет встреча? Тогда, когда он сам решит прийти. Когда он сам решит, тогда и будет. Ну, здесь может быть, знаете, или осень. Ну, тут тоже, блин, виноград. Тут как будто осень получается. Я бы еще и весна сказала. Весна, осень. Может быть, осень, конечно. Но сейчас посмотрим на другой колоде. Когда же будет встреча, да? Может, ну, что-то расскажет, может, что-то намекнут, когда будет встреча. Воскресенье. 1 число и воскресенье. В общем, обращайте внимание на 1 число и на воскресенье. Первое число и воскресенье. Еще может быть 3 число. 3 дня, 3 недели, 3 число. Ну, может быть, также 13 или 31, да? Что-то такое вот. Воскресенье. Да, дальше не будем уже. Сейчас тут все дни достанем. Так, давайте дальше. Что надо сделать, чтобы ваша встреча скорее произошла? Что же нужно сделать? Слушайте, надо замечать шансы, надо не разочаровываться, не ждать, не ждите ни в коем случае, занимайтесь своими делами. И когда вы, вот знаете, здесь говорят, ну, у тебя много всего, чего ты хочешь, да, например, что-то не получается, на что-то не хватает, где-то такие переживания и разочарования, расстраиваешься ты очень сильно, да, говорят. А чтобы скорее встреча произошла, ну, ты уже наделай свои ошибки, говорит, наделай ошибки. Ну, мы все ошибаемся, разочаровываемся, зато ты будешь знать, как не надо, как ты не хочешь. Зато ты четко будешь знать, что вот так вот я ни за что больше не хочу. То есть, говорит, ну, наделай свои ошибки, время придет. Он все исправит, он поможет, говорит, как бы, здесь вот так вот, ну, как бы все будет, и пусть все идет своим путем. Вот. Здесь, может быть, вы даже будете как-то в расстроенных чувствах немножко. Он вас подбодрит, да, вот это такое. Так, совет посмотрим.
Вот не переживайте, что это будет слишком долго, что придется долго ждать. Здесь говорят, будет все очень быстро. Вы даже не успеете глазом моргнуть. Все так быстро закрутится, знаете. Вы ему так понравитесь, что очень быстро все закрутится. Возможно, он захочет взять ваши контакты. Очень много будет переписки. Будете очень много общаться через соцсети, да, вот через мессенджеры, там, сообщения. А вот, говорит, общайся много, говорит, совет такой, что общайся, давай, действуй, не тормози, говорит, не останавливайся, общайся как можно больше, не закрывайся, говорят. Так, еще подсказку посмотрим вам. Рискните, чтобы воплотить новую идею в жизнь. Вот видите, да, давайте, пробуйте, делайте, рискуйте, не бойтесь ничего. Или, знаете, здесь еще может быть, чтобы скорее произошла встреча, вот думаю, может быть, вы хотите что-то реализовать, у вас не получается, говорит, пробуйте, пробуйте, пробуйте. У вас будет как будто накоплено определенное количество ошибок, и вы точно потом будете знать, что вы этого не хотите, зато будете знать, как хотите. И зато вы потом сможете с ним реализовать, как вы хотите. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, приходите на прямые эфирчики по субботам 21:30 по московскому времени. Мы будем смотреть сейчас третья позиция. Кто загадал позицию 3? Какой он, ваш будущий муж? Ваш будущий муж. Шестерка пентаклей. Это такой человек, с которым будет равный взаимообмен. Это такой человек, которому нужна поддержка, нужна отдача, нужна вот эта вот обратная связь. Потому что если человек что-то сделал для вас, ему важно услышать в ответ, что вам понравилось или не понравилось, или ой, как здорово, а в следующий раз мне было бы там супер, если бы, например, ты мне пяточки помял, да, например, вот, вот сделанного массажик, вот сказали, вау, как классно, еще хочу в пяточки, например, так, ну, то есть вы ему как бы поблагодарили, да, но вроде как-то это, или, а давай я теперь тебе там помну, то есть как бы здесь обратная связь должна быть и в словах, и в благодарности, и как бы в обратных поступках, здесь как-то надо налаживать вот так вот, вот у него это будет. Ваш будущий муж такой. Вот если вы будете в него вкладывать всю свою любовь, то отдача будет соответствующая. Он не будет так, знаете, как в бездонную яму, там что-то вы отдали и все пропало. Знаете, без благодарности такого не будет. Так. Знает, как считать деньги, знает, когда нужно помочь. Как вы его узнаете? Как вы его узнаете? Он, может быть, будет приезжий, кстати. Может быть, приедет откуда-то. Или, может быть, наоборот, он отсюда приедет с командировки, да. Или вы будете слышать, что, например, у него работа такая, что его могут куда-то отправить в командировку. Или, может быть, он ездит очень много. Может быть, по командировкам куда-то еще такое. Вот, потому что здесь не в своем родном городе, а куда-то он может уезжать. Как еще вы его узнаете? Для него очень важна семья. Семья, стабильность, надежда, поддержка. Ну, не знаю, вот это вот надежное самое вот место для него – это семья. Для него очень важно, чтобы там, в семье, было все спокойно, надежно, и вот чтобы ждали. Вот. Что вам понравится в нем? То, что он будет проявлять активность, он будет за вас бороться, возможно, будут у него конкуренты, он будет выделяться среди них, он будет показывать, что он лучше, будет ухаживать за вами и показывать, что он лучше, чем там кто-то, Коля, Вася, кто-то, Петя, он лучше, будет бороться, вам это понравится, что он будет себя проявлять активность, да? А что ему в вас понравится? Что вы будете неприступная, вы не будете подпускать его к себе. А вот ему не понравится, ему понравится, вы его этим зацепите, потому что он у вас ничего не знает и не может ничего о вас не узнать. Может быть, соцсети закрыты и открыты только для друзей, да, вы закрыты для него, вот, недоступны. Ему это понравится. Ему это понравится, да, неприступность ваша. Какие у вас будут отношения?
Ой, слушайте, отношения у вас будут судьбоносные какие-то. Вы не сможете друг друга пропустить. Вы знаете, даже если вы не захотите отношения, то отношения будут. В любом случае, потому что здесь вот как будто вас притянет друг к другу, как будто, но вы не сможете мимо друг друга пройти. Такие отношения. Отношения семейные, такие вот, когда очень важны родственные связи. Такие вот отношения. Так, когда будет встреча? Тут или она уже была, или что-то здесь пока что какие-то сложности. 10 дней, 6 дней. 10 и 6, что-то здесь такое. Осень, 10 и 6. Вот, когда будет встреча. Когда, знаете, как будто встреча тогда, когда какое-то тяжелое время пройдет, и вы одержите победу. Когда, например, вы что-то очень такое хотели, стремились, очень много вкладывались, и бац, вы получаете результат. Как будто вот в этот момент будет. Сейчас посмотрим еще, как будто вы что-то получаете, да. То ли финансы к вам приходят, то ли что-то, может, премию получаем, не знаю. То ли пошли потратились на себя куда-то в салон. Так, когда же вы встретите что-нибудь, нам подскажите какие-нибудь циферки, да, то что-то еще. Ну, цифра 10, так же, как и там 10, да. 10 недель, 10 месяцев. И когда вас будут ждать успех, что-то вы добьетесь. Или, может быть, с 22 декабря по 19 января. Еще вот так может быть. Может, еще что-то другое, кроме чисел. Еще, может быть, 4. 4 среда. Вообще говорят, будьте в балансе. Будьте в балансе всегда. Вот, чтобы вас нельзя было вывести. Чтобы вы сами наполнялись. Что сделать, чтобы ваша встреча произошла как можно скорее? Что вам нужно сделать? Да он ничего не надо делать. Он сам приедет, смотрите, на мотоцикле. И так, говорит, встреча уже будет достаточно быстро произойдет. Тут как бы долго ждать не придется. Здесь как будто зависит от него, потому что он там свои вопросы решает. Да, вы ничего сделать не можете здесь. Да не от вас зависит эта встреча. Это от него. Насколько он шустро решит все свои вопросы и приедет. Здесь как будто, знаете, ну как будто он должен приехать. Он должен приехать или в командировку, или что-то еще, или кому-то в гости, не знаю. Или, может быть, он в гости, или, может быть, здесь его живут родственники, или родители, или что-то такое, или близкие друзья. Он приедет. Вот. Он приедет, вот он должен приехать. Вот этого никак не поторопите. Совет. Совет. Берите ситуацию в свои руки. Если вот вам понравился человек, если вы хотите быть с ним, то ну, как-то вот проявляйте тоже активность, потому что он будет проявлять активность. Вы как будто, знаете, ну, не закрывайтесь так прям, дайте ему возможность проявлять активность, а потом уже в зависимости от того, как он действует, вот, давайте ему возможность проявляться. Или создавайте такие вот условия, чтобы вы могли, чтобы он мог проявить себя. Вот создавайте такие условия, чтобы он мог проявить себя, да. Но здесь как будто вы можете, знаете, сделать все так, как вы хотите в этих отношениях. Совет здесь говорит то, что если ты чего-то хочешь, скажи. Никогда не молчи. Если там тебе не нравится кофе со сливками, да, если тебе нравится там вот этот кофе, да, то ты прям так четко и говори ему сразу. Ему будет нравиться вот эта вот четкость, прямолинейность. Если вы будете говорить, что да, я люблю вот это, а вот это мне не нравится, это я не люблю. Вот. Так, подсказка. Подсказка. Посмотрим, подсказка какая вам. А если вы не можете повлиять на ситуацию, отпустите ее. Ну, видите, здесь так говорится, то, что он сам, все зависит от него. Здесь вы ничего сделать не можете. Просто отпустите, наслаждайтесь жизнью, все. Раз больше ничего не требуется. Спасибо, что посмотрели, троечки. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки. Приходите на эфиры каждую субботу 21:30 по московскому времени. Там можете получить подсказки, можете ответ на вопрос там получить. И если кому нужны подсказки каждую неделю в личку, воспользуйтесь сладким предложением в описании. В описании ссылочку оставлю.
Вот, ну все, всех целую и обнимаю. Пока. Увидимся с вами